Всем привет! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео я расскажу, как сделать мини-теплицу из фоторамок. Я уже давно любовалась на картинки подобных теплиц на Pinterest, а увидев мастер-класс на канале Ирина My DIY, наконец-таки решила сделать себе подобную теплицу. Но столкнулась с рядом трудностей, о которых я расскажу в данном видео. Первая трудность — это стоимость фоторамок. В фикс-прайсе они уже стоили 59 рублей. Самые дешевые фоторамки нашла в Хофе по 49 рублей, но на момент монтажа видео они уже подорожали на 40% и стоят 69 рублей. Плюс этих фоторамок в то, что они не покрыты морилкой, но и есть огромный минус – это размер. Разница в размерах фоторамки составляет от 1 до 5 мм по обеим сторонам. Излишки пришлось стачивать с помощью болгарки, но без специнструмента добиться идеальной ровности не получилось. Вначале я выполняю все действия как в мастер-классе Ирины My DIY, ссылку на который я оставлю в описании. Где-то в середине выполнения этого проекта я решила, а почему бы не заснять все это на камеру. Так что для начала этого видео я докупила фоторамок и склеила их между собой. На теплицу ушло 16 фоторамок. Также дополнительно потребовались деревянные профили, деревянные доски и фанера. В моем рукодельном сарайчике нашлись деревянные профили толщиной 9 мм, но они мне показались слишком узкими для фоторамок, как сами фоторамки толщиной 11 мм, поэтому я дозаказала нужный мне деревянный профиль из Leroy толщиной 11 мм. Для теплицы я использовала 4 вида деревянных профилей. На видео профиль 19 мм, я его использую по низу стен. Квадратный профиль 11 мм я использую по углам стен. Угловой профиль 11 мм использую для конька крыши. Также мне пригодился угловой профиль 9 мм, чтобы закрыть щель между стеной и крышей. Из фанеры я вырезала дно и треугольнички для крыши. Так как фоторамки разных размеров, треугольники у меня получились тоже разных размеров. Детали из фанеры выпиливала с помощью электролобзика. К сожалению, он тоже не дает идеально ровный результат. Детали для ножек я нарисовала на ватмане. Также в рукодельном сарайчике нашлись старые сосновые доски. Доска толщиной 2 см, шириной 10 см. Из одной доски получается 2 ножки. Фигурная резка досок — дело непростое. Здесь мне уже помогал Саша. Идет примерка ножек, по-моему, неплохо получается. А здесь самодельный инструмент в деле. Ножки приклеивали на столярный клей. Я долго не могла определиться с размером чердачных окошек, поэтому заказала целый набор кольцевых пил. В итоге на размер окошек повлиял силиконовый молд, который я купила, но о нем чуток позднее. Для того, чтобы крыша открывалась, нужны петли. Я заказала набор шкатулочных петель на маркетплейсе. А вот с петлями мы провозились долго. Перекручивали петли несколько раз, но в итоге либо крыша не закрывалась, либо оставалась щель. В итоге Саша вырезал выемки под петли, что позволило достичь нам необходимого результата. А еще мне очень захотелось сделать стекла в моих чердачных окошках. Для этого я использую эпоксидную смолу. Смешиваю согласно инструкции и тщательно перемешиваю. В качестве подложки я использую плотный пластиковый файл, к нему эпоксидная смола не прилипнет. По задумке я должна была взять небольшой кусочек фанеры, положить на него файл и прикрепить треугольную заготовку струбцинами со всех сторон. Но струбцин у меня оказалось мало, как и терпение, я скорее хотела увидеть результат. Эпоксидная смола, которую я использовала, застывает за 24 часа. Я не хотела тратить лишние сутки на окошки, поэтому залила сразу 2, не зажав их достаточным количеством струбцин. Я была готова к тому, что мне придется переделывать полностью треугольные заготовки.
Но, к моему удивлению, получилось очень даже неплохо. Немного смолы все-таки протекло, но это легко отшлифовалось болгаркой. А еще я очень хотела сделать мозаичный пол в моей теплице, но, к сожалению, мне не хватило деталей, и Саша уговорил меня, что пол все равно не будет виден, так как я все заставлю своими суккулентами. Поэтому, пропустив этап с декорацией пола, приклеиваем стены. Здесь также используем столярный клей, он довольно надежно склеивает детали. Далее примеряем и приклеиваем крышу. А струбцины нам в этом очень помогут. Пришел черед приклеивать чердачные окошки, но так как я уже говорила, они разных размеров. Из-за того, что размеры фоторамок разные, и треугольные отверстия получились разными. С помощью линейки и бумаги я сделала выкройки подходящих треугольников и потом только вырезала их из фанеры. Но из-за последующих доработок треугольники уже не подходили так идеально, как изначально, поэтому треугольники надо было вырезать именно на этом этапе. Но из-за эпоксидных окошек мы не стали вырезать новые детали. Подобрали наилучший вариант расположения, а недостатки скрыли шпаклевкой. Приклеиваем на все тот же столярный клей, струбцины мы здесь не использовали, все и так прекрасно закрепилось. Используем болгарку для выравнивания деталей. К сожалению, идеальной точности таким способом не достичь. Приклеиваем и второе окошко на свое место. Как видите, крыша не прилегает плотно к стене, и здесь пригодился угловой профиль в 9 мм. Конечно, угловой профиль не подходил идеально, но здесь помогла болгарка. Сточив совсем немного деревянный профиль, крыша стала почти идеально. Ну а то, что не идеально, я замазала шпаклевкой. Все излишки я сразу же вытираю влажной салфеткой, чтобы избежать дополнительной работы шкуркой. Когда шпаклевка высохла, тщательно прохожусь шкуркой. Далее прохожусь влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Далее желательно нанести грунтовку по дереву, это поможет сэкономить краску. К сожалению, грунтовки у меня не оказалось, а бежать куда-то специально покупать мне совсем не хотелось. Для теплицы я выбрала краску цвета тимьян от Дарьи Геллер. Я уже несколько лет мечтала что-нибудь перекрасить в этот цвет. Давно слежу за переделками мебели в соцсетях Дарьи, и именно цвет тимьян запал мне в душу. И вот, наконец-таки, я придумала, что покрасить в этот цвет. Но я совсем не осталась в восторге от краски. Я неопытный маляр, поэтому добиться ровной фактуры мне не удалось. Я использовала мягкую кисть Белка, которая была дома, так как тратиться еще и на кисточку мне совсем не хотелось. Конечно, большой плюс то, что краска сохнет очень быстро. Настолько быстро, что успела высохнуть корочка в баночке, пока я красила. Конечно, я красила летом, но думаю, все равно надо отливать понемножечку в баночку.
краску, чтобы краска не засыхала. Мне показалось достаточным 2 слоя краски, чтобы закрыть все проплешины. Так как теплицу я собираюсь использовать по назначению, необходимо ее защитить лаком. Я использую матовый аэрозольный лак, он не оставляет никаких фактурных следов. Все по привычке использую эту фирму, хотя уже давно ей недовольна. Я уже много лет пользуюсь данным лаком для защиты своих фотофонов, и ранее я была довольна этим лаком, но теперь даже 5 слоев лака не позволяют защитить фотофон ни от жирных пятен, ни даже от воды. И я чуть не забыла про чердачные окошки и уже даже немного их залакировала, пришлось быстренько стирать и заклеивать малярным скотчем. Первый кружочек для окошка я вырезаю сразу на окошке. И с его помощью вырезаю еще 3 кружочка. Приклеиваю защиту с внутренней и внешней стороны. Наношу лак в 3 слоя, и с внутренней стороны, и с наружной стороны, с промежуточной сушкой в 10 минут. Не пытайтесь даже сделать это в помещении, вонять будет очень долго. Далее приклеиваю стекла на место с помощью силиконового герметика. Пробую разные способы нанесения герметика, и палочкой, и пальцем, и то мне кажется абсолютно неудобным. А затем пришел Саша с работы, и процесс приклеивания стекол пошел очень и очень быстро. Если вы смотрели мастер-класс Ирины My DIY, то вы помните, что она ждала высыхания каждой стороны, прежде чем повернуть и приклеить другую сторону. Саша ничего не ждал и не переворачивал, у него все приклеилось с первого раза. Правда, потом я потратила целый день, чтобы обрезать излишки силикона. Да, силикон прозрачный, но вот так вот оставлять мне совсем не хотелось. А затем пришлось подкрашивать случайно срезанную краску. А вот тот самый молд, который повлиял на мой выбор размера чердачного окошка. И признаться, я впервые использую такое сочетание, как самозатвердевающаяся глина и силиконовый молд. Хорошенько разминаю глину и заполняю молд, а затем обрезаю излишки. А вот здесь я очень поспешила. Подождав всего несколько минут, я попыталась приклеить деталь к теплице, но не тут-то было. Она совершенно не хотела покидать молд. Попытка номер 2 тоже не задалась. Я подождала гораздо больше, пока не засох верхний слой заготовки. Как видите, он даже покрылся трещинками. Нанесла столярный клей и приклеила к теплице. Затем подождала, когда схватится клей. Но, как видите, и этот результат у меня совсем не получился. Что ж, когда нет опыта, приходится делать и 3-ю попытку. Но, к сожалению, я так увлеклась процессом, что 3-ю попытку я не сняла, а она как раз таки оказалась удачной. Для этого пришлось подождать, пока глина полностью высохнет в молде. Какая настоящая теплица будет без освещения? У нас была ненужная длинная светодиодная лампа. Мы ее разбили и извлекли светодиодную ленту. Сделали в полу теплицы 2 отверстия и через них протянули ленту через всю теплицу.
Можно припаять паяльником, а можно и просто скрутить. Конечно, для теплицы такая лента не подходит, так как она не защищена от влаги, но мы ее используем как временный вариант, пока я не подберу подходящую фитолампу. И да будет свет! Я очень довольна результатом. Наконец-таки домик для моих суккулентов готов. В теплицу отправятся сеянцы и черенки суккулентов. Мини-теплицу с суккулентами я разместила на своем рабочем столе. Она отлично выполняет функции ночника. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще очень много проектов.